Приветствую. Если коротко, речь пойдет о том, как я заказал наушники Verum Audio в Россию и как меня кинул их изготовитель. Это видео будет небольшой историей, из которой выводы по поводу Verum Audio сделайте вы сами. Наливайте чай, кофе, и я начинаю свой рассказ. Написание музыки, как ее сведение, мое хобби. В какой-то момент стал вопрос о покупке чего-то более интересного, чем китайская аудиотехника, которой я тогда уже приловчился. По большей части мне нужны были студийные мониторы, но покупать их еще та задача. Покупка мониторов обязывает тебя к переделке комнаты в студию, чтобы они хоть как-то начали выдавать правильную картину. Подумал, что сперва лучше стоит взять наушники. Тем более, что существует такая вещь, как D-Sonic Realphones, которая позволяет симулировать помещение со студийными мониторами, да еще и имеет выравнивающую эквализацию под многие наушники. Естественно, не за бесплатно. Сначала подумал брать Beyerdynamic DT1990, но мой взгляд пал на более интересное и дешевое решение, о котором рассказал Энди Вакс. Человек, который, на мой взгляд, имеет за своей спиной весомый багаж опыта по работе со звуком. Решением были те самые наушники от украинских Verum Audio. Меня тогда заинтересовало не только соотношение цена-качество, но и сам принцип работы магнитопланарных наушников. На сайте D-Sonic присутствовала поддержка этих наушников, о чем я узнал, правда, не сразу. Изначально я мог бы и заказать через самих D-Sonic, к тому же сразу с эквализацией и калибровкой, тем самым вроде даже как сэкономив и избежав проблемы, которая является главной темой этого видео. На сами наушники есть немало обзоров в интернете, в том числе и среди англоговорящего сообщества, что вроде и внушало доверие к этой конторе. За пару месяцев до глобальных изменений в мире я все-таки решился и заказал наушники через официальный сайт. Цена товара на тот момент была $349. В описании было указано по моей памяти, что срок на все про все около 2 месяцев. Точно уже не скажу. Отдельно хочу отметить пункт, который меня, честно говоря, смутил. Оплаченные заказы не подлежат отмене, так как все детали изготавливаются вручную. Для меня эта причина, конечно, немного странная, но окей, идем дальше. Вот уже февраль, а сообщений от изготовителя нет. Я написал ему, на что получил ответ: из-за коронавируса мы не успеваем, но точно отправим уже в этом месяце. Меня успокоило то, что изготовитель ответил, правда ненадолго. Все мы знаем прекрасно, чем закончился февраль. Где-то в марте я решился все-таки спросить насчет наушников, хотя сам лично не хотел особо навязываться, ибо понимал ситуацию Verum Audio. Ответ был таким, каким я его и ожидал увидеть. Мы не можем отправить в вашу страну, ждите, когда будет это возможно. Я сразу подумал предложить отправку наушников через другую страну посредника с доплатой, либо возврат денег в крайнем случае, либо к другому человеку из Украины. Последний вариант даже был более чем реализуем, так как Verum по Украине, естественно, отправлял свои наушники. Но вот что меня действительно шокировало, так это то, что Verum разместили на своем сайте информацию о том, что они отправили все свои деньги с заказов туда, куда отправляло большинство так или иначе значимых или медийных лиц в качестве поддержки страны-изготовителя. Шокировал конкретно факт того, что он отправил деньги заказов, которые еще даже не выполнил. По крайней мере мой точно. Еще раз. Verum Audio, не выполнив условий заказов, публично отправил деньги заказчиков, которые не получили наушников, куда ему заблагорассудилось. Я просто уверен, что были люди, которые также ждали своих наушников, ибо в Инстаграме, в проекте мета-деятельность, которая запрещена на территории РФ, в официальном профиле Verum, среди комментариев я увидел одного человека из Украины, который тоже ждал наушники с января. Но не будем брать этот случай особо в счет, так как человек из Украины, а я заказывал наушники непосредственно из России. Хорошо, я написал на почту Verum о том, что хочу отправить наушники через страну посредника, на что мне пришло сообщение следующего характера. Можете сами поставить на паузу и прочитать. Неплохо выглядит, когда ты получаешь $350 и еще ставишь дополнительные условия. И абсолютно по барабану, устраивают такие условия заказчика или нет, если принять во внимание хотя бы то, что на сайте о таких классных условиях не сказано ни слова и по сей день, то есть на момент выхода этого видео. Предлагаю отправить другому человеку в стране изготовителя, на что получаю следующий ответ. Изначально условия сделки доставка в РФ. Доставка в РФ невозможна на данный момент, так как почтового сообщения нет. Вы выставляете дополнительные условия, доставка по другому адресу. Я выставляю встречные дополнительные условия. Также могу отправить наушники в случае предоставления сертификата гибели на специальной военной операции вашего близкого родственника.
Возникает вопрос, какие это я выставил дополнительные условия, если было конкретно обозначено, что отправка в мою страну невозможна. То есть изменение адреса назначения ввиду определенных обстоятельств является дополнительными условиями. И не знаю, смеяться мне или плакать с того, что мне якобы надо предоставлять сертификат гибели родственника ради наушников за 350 баксов. Что я думал по этому поводу? Ну, наушники ждать в моем случае, видимо, бессмысленно. Собственно, как и возврата денег. Уже практически год прошел. Опять же, мне кажется, что если бы я заказал наушники через D-Sonic, то, по крайней мере, вернул бы деньги назад. Но это лишь догадки, само собой. Обсудил этот случай с другом, и он мне рассказал о том, что в начале года с Украины тоже заказывал товар ценой примерно в те же $350 плюс-минус. Какую-то handmade железку для ПК. Как только произошли глобальные изменения в феврале, ему сделали полный возврат денег без каких-либо дополнительных условий и необходимости предоставления сертификатов гибели родственника. Почему в Verum Audio не могу поступить так же? Я просто напомню о том, что в России проживают не только русские, но и множество других народов, в том числе и украинцы. Исходя из всего этого, я просто делаю вывод, что Verum Audio наглым образом украл мои деньги и не собирается их отправлять. О возврате денег я ему тоже писал. И нет, судя по ответу, мне их никто возвращать не собирается. Хочу обратить внимание, что на сайте D-Sonic пропала возможность заказа откалиброванных наушников Verum Audio. Очевидно из-за того, что на данный момент происходит в мире. Но кто знает, лично у меня и другие мысли появились на этот счет. Казалось, если бы я жил будь то во Франции, Германии, Украине, да хоть где, кроме перечисленных стран в сообщении от Verum, мне бы отправили эти наушники, опираясь на отзывах тех, кому пришел этот товар. Тогда возникает вопрос, почему Verum не может просто разместить на своем сайте информацию о том, что не принимает заказы из РФ и Белоруссии? Ну, мне кажется, хотя бы потому, что хотят еще нагло украсть денег с доверчивых покупателей, проживающих в РФ и Беларуси. Покупать или нет наушники от этого производителя, решать только вам. Выводы делайте сами. Наверняка есть те, кто считает поступок Verum Audio воистину справедливым, как и наоборот, кто не считает. Жду ваших комментариев, но попрошу заранее без обсуждения политики. Очень хотелось бы услышать истории тех, кто заказывал с России и Беларуси эти наушники. Также очень хотелось бы услышать официальный ответ самих Verum Audio публично. Спасибо за внимание, берегите близких и свои нервы.